Всем привет, друзья! Владимир Коваль на YouTube-канале «Главный дилетант страны». Сегодня мы поговорим немного об экономике и, в частности, о возможности получения и неполучения Украиной нового транша от МВФ и затронем немного бюджетный процесс. Вы знаете, я не хочу быть и не хочу себя относить к тем, кто кричит «все пропало», но елки-палки, мы каждый день семимильными шагами приближаемся к экономическому коллапсу. То, что происходит в правительстве с оценкой возможности получения нового транша от МВФ, напоминает неизвестную крылатую фразу «все смешалось в доме Облонских». Сначала новый старый член команды Милованов говорит о том, что мы в этом году финансирование от МВФ уже не получим. Буквально на следующий день министр финансов говорит о том, что у нас есть очень большие конструктивные договоренности с МВФ, и мы движемся в правильном направлении. Но, видите ли, министр финансов смотрит на это со своей компетенцией. Он не владеет всеми векторами. Допустим, то, что очень многие вопросы МВФ прежде всего связаны не столько с финансово-экономическим положением нашей страны, не столько с бюджетом на 2021 год, сколько с двумя вещами. Это с конституционным кризисом и с независимостью Национального банка. Немного об этом на дружественном телеканале. Пожалуйста. Чи це збігається із вашими прогнозами, Володимире? Чи отримає Україна МВФ і чи зможе в цьому питанні просунути справу Маркарова? Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Во-первых, если Маркарова и будет послом, то уже, конечно, не в этом году. Миссия от МВФ приедет к нам в течение ближайших 2 недель, где и будет решаться вопрос о транше очередном. Поэтому, естественно, априори ее назначение возможное, которое, опять же, повторюсь, не произойдет так быстро, никак на ближайшую ситуацию не повлияет. Что повлияет на ближайшую ситуацию? И на возможность предоставления либо не предоставления средств. Как вы знаете, прошлая миссия МВФ уехала ни с чем, и ключевые вопросы, конечно, кроме антикоррупционной инфраструктуры, это была независимость Национального банка. Миссия МВФ не получила четких ответов на эти вопросы. Конечно, там есть еще и экономическая составляющая, которая касается определенных структурных маяков, но учитывая то экономическое падение, и ситуацию с COVID-19, миссия вполне могла бы на эти вещи закрыть глаза. То есть сейчас на поверхности два ключевых момента. Это антикоррупционная составляющая и независимость Национального банка. Если украинские власти смогут дать четкие гарантии новой, вернее, не новой, а миссии, которая приедет в ближайшее время, тогда, да, конечно, мы получим транш до конца года. В противном случае переговоры продолжатся в первом квартале следующего. Но что я еще хочу отметить? Почему очень многие говорят, что это опасно? Дело в том, что бюджет на следующий год строился на макропрогнозах правительства июльских еще, если я не ошибаюсь. И тогда на эти деньги рассчитывали реально. Если эти деньги не придут, а я, кстати, хочу всем пояснить, эти деньги идут не на финансирование дефицита бюджета, а на пополнение золотовалютных резервов нашей страны, то в первую очередь макропрогноз правительства будет нарушен по поводу устойчивости национальной валюты. Тобто, ви гадаєте, може початися інфляція? Инфляция, она не может начаться или не начаться, она идет постоянно. Вопрос в темпах. Ви розумієте, Да, вопрос в темпах инфляции. Но давайте даже отбросим инфляцию, возьмем курс как составляющую инфляцию. Вот этот прогноз правительства действительно может просто рухнуть. Тем более вы не забывайте, что на вот эту всю ситуацию с возможным получением, неполучением средств от МВФ накладывается дырка в дефицит бюджета в районе 300 миллиардов. Там якісь гігантські, це гігантська сума меньше, так. скажем так, около 300 миллиардов. И правительство, по крайней мере, те чиновники, которые выступают
поступают от Кабмина, от Минфина, нам как бы на гора, на плакат поднимают только одно – это облигации государственного внутреннего займа, ссылаясь на опыт предыдущих годов. Но дело в том, что даже в начале этого года, и я уже не говорю про середину этого года, с рынка ОВГЗ начали уходить нерезиденты. Если мы не договоримся, вернее, нынешняя власть не договорится с МВФ о новом транше, то ни о каком заходе сюда нерезидентов и речи быть не может. Почему? Потому что договоренность либо недоговоренность с МВФ – это не только же получение денег, это сигнал и для всех институциональных либо приватных частных инвесторов для того, насколько безопасно, насколько перспективно работать с долговыми бумагами Украины. Поэтому на самом деле ситуация очень угрожающая. Правительство на сегодняшний день, ну, знаете, источает такой оптимизм, но причем такой, знаете, оптимизм шапкозакидательский, я бы сказал. Я был бы на их месте очень осторожнее, и вот нынешняя власть любит очень говорить про разные планы Б, В, Г, Д и так дальше. Я бы на месте правительства сейчас в срочном порядке рассматривал какой-то альтернативный вариант, вплоть до полного пересмотра бюджета на следующий год, хотя по бюджетному кодексу это и запрещено. Ну и в продолжение разговора еще несколько штрихов тоже хотел бы представить на ваш суд. Пожалуйста. Отже, Міністерство фінансів України завершує перемови з Міжнародним валютним фондом щодо параметрів державного бюджету на 2021 рік. Про це повідомив очільник відомства Сергій Марченко. Скайпом доєднується до нашої розмови політичний та економічний експерт Володимир Коваль. З нами на зв'язку. Рада вітати. Добрий день. Добрий день. Пане Володимире, ми маємо якусь таку різну інформацію з приводу того, співпрацюємо чи продовжуємо ми співпрацювати з Міжнародним валютним фондом. З одного боку, на новопризначеній своїй посаді пан Мілованов каже, що до кінця року грошей не чекати від МВФ, їх не буде. З іншого боку, кажуть в інших міністерствах, що нібито процес іде, перемовини йдуть, може навіть технічна місія приїде. Вам воно як бачиться? Ми ще працюємо в рамках програми «Стендбай» і наскільки сьогодні нам необхідні ті гроші? Ну, как бы давайте разделим ваш вопрос на две составляющие. Первое, работаем мы с МВФ или нет? Ну, как бы да, работаем, программу еще никто не отменял. С другой стороны, получим ли мы транш до конца года? Вы знаете, на самом деле сейчас никто точно этого не знает. Сейчас даже мы не знаем, по крайней мере, в открытые источники информации не проникает точная информация, приедет миссия от МВФ все-таки или не приедет. Ведь без приезда миссии говорить о том, что мы получим новый транш, ну, вообще нереально. И только после того, когда будет миссия, там мы можем уже рассуждать, как закончились переговоры и так далее. И к нам, кстати, приходит, вы абсолютно правильно ответили, абсолютно разная информация от разных представителей власти. Ну, очевидно, и министр финансов, и министр юстиции говорят исключительно в пределах своей компетенции. В частности, министр финансов отвечает прежде всего за бюджет, и вот в этом плане он отмечает, что идут конструктивные переговоры с МВФ. Но это абсолютно не значит, что это подвигает нас к вопросу о том, будут деньги до конца года или нет. Ну вот господин новый, старый член команды Зеленского, господин Милованов, нам заявляет, очевидно, это какой-то такой же месседж от власти идет, то, что денег не будет. Но еще раз вам хочу сказать, на самом деле спрогнозировать это сейчас абсолютно нереально. Почему? Потому что ситуация может измениться буквально там за день-два. А що не так, пане Володимире? Чому МВФ зараз зайняв якусь таку позицію? Чи то ми десь не допрацювали? В якій частині? От давайте розберемось. Чому якось взагалі почали виникати такі питання про те, що грошей нам не дадуть, і ми такий собі виплачувальник грошей? І ще я нагадаю, до речі, про умову, аби прийняли ми закон про земельну реформу і антиколомойський так званий закон, а тепер нібито у МВФ відговорюється тим, що немає реформи митниці і податкової служби. То все так, чи насправді десь зміст захований значно глибше?
Нет, ну давайте, МВФ не відговорюється. Есть четкие правила, которые там называют структурными маячками, просто маячками, которые записаны в меморандуме. Я вам, кстати, хочу напомнить, что Украина далеко не первый раз не выполняет взятые на себя по соглашениям с МВФ обязательства. Но дело в том, что все последние программы, скажем так, с 2014 года, они включают в себя не только экономическую, но и, скажем так, антикоррупционную составляющую. На сегодняшний день у МВФ есть две основные претензии. Одна из них – это непосредственно, как вот вы тоже упомянули, это так называемый конституционный кризис в нашей стране, связанный с известным постановлением Конституционного суда относительно антикоррупционного законодательства. И вторая немаловажная штука – это институт Национального банка, который априори по требованиям МВФ должен быть независим. Но, очевидно, по этим двум составляющим, так как раз МВФ и не имеет четких гарантий от действующей власти. Именно поэтому все идет так, ни шатка, ни валка, и именно поэтому происходит то, что я и говорю, что на самом деле никто точно на сегодняшний день не может сказать, придут нам деньги или нет. Но тут есть еще один немаловажный аспект. Вы знаете, даже если мы получим, скажем так, транш МВФ в ближайшее время, до конца года, либо в первых числах следующего года, это абсолютно не спасает нас от того экономического коллапса, который надвигается, ну, буквально семимильными шагами. Дело в том, что такое складывается впечатление, что у нас как бы правительство живет в своей парадигме, а экономика развивается в своей парадигме. Учитывая то, что идут катастрофические недовыполнения бюджета, причем не только по доходам, а и по расходам, и это все будет переноситься на следующий год, то бюджетный кризис у нас в стране не заканчивается 31 числа, только начинается. Именно поэтому, если мы даже и получим транш от МВФ в ближайшее время, ну, знаете ли, это может отодвинуть нас от бездны, ну, на месяц, на два, ну, в крайнем случае, на квартал. И в завершение, вы знаете, я никогда не был согласен по большому счету ни с чем из того, что говорит Михаил Саакашвили. Но то, что он говорил в эфире одного из телеканалов о том, что даже если Украина получит транш от МВФ, это не спасет экономику от кризиса. Еще раз, я не хочу нагнетать, я никого не пугаю, я просто констатирую. Ну, на этом все, друзья. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк. И там внизу в описании ссылочка на мой Facebook. Если кому интересно, подпишитесь. Скоро увидимся. Пока-пока.